Всем здорово, чуваки! Ну что ж, рад приветствовать вас в очередном видеоролике, в котором расскажу про очередные гаджеты. Я заказывал их довольно-таки немало и разделил на несколько частей, чтобы как-то потихонечку захватывать ваш интерес, потому что в прошлом видеоролике товары были не настолько интересные, как, наверное, в этом выпуске. Я надеюсь, вам что-то из этого понравится. Если это так, поставьте лайк авансом, наверное, пока что. Ссылочки все, как всегда, оставлю в описании под видео. Ну и давайте перейдем сразу же к первому товару, не будем мусолить это начало видео. Погнали! Итак, берем первую упаковочку, товар находится вот в таком белом пакетике. Я не помню, что здесь внутри, потому что заказывал довольно-таки давно, как в прошлом выпуске вам говорил. Но давайте откроем, посмотрим, что интересного, прикольного там есть. Черный пакетик. Ну, короче, да, начинаем, видимо, с лайтовенького. На английском написано Mini Handheld Medical Digital Infrared Thermometer. Я почему-то думал, что я заказывал вот этот, как его, который взвешивает, знаете, там сумки в аэропорту. Очень было похоже на эту штуку, но, видимо, я заказал что-то другое. Даже не открывается, блин. Достаем эту штуку. Какая-то... Что это? Я пока не могу понять. Так, есть единственная кнопка. Вставляются батарейки 2 мизинчиковые. К счастью, у меня такие есть, поэтому давайте сейчас ставим, посмотрим, что это из себя представляет. Я вижу здесь какое-то отверстие. Может быть, это просто термометр, чтобы измерять температуру тела? Ну, давайте глянем. Итак, вставляем 2 мизинчиковые батареечки. Раз и два. Так, что-то запищало. Сразу очень слабенько, но загорелся какой-то индикатор здесь. Вот, смотрите, зелененький термометр. Походу, это действительно просто какой-то термометр обычный. Выглядит довольно красивенько. Он просто показывает ЛО. Смотрите, ставлю руку и вот так вот. ЛО. Что это значит, я не понимаю. Давайте возьмем коробку, посмотрим. Инструкции никакой нет. Во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку измерения в течение 5 секунд, чтобы переключиться между режимом объекта и режимом тела. Итак, держим кнопку 5 секунд, да, получается? Окей. Так, какой-то домик загорелся. Так, Подождите, это, видимо, объект. Еще держим кнопку 5 секунд. ЛО. О, нифига. Слушайте, по руке не работает, видимо, потому что рука... Что, холодная, что ли? 36 градусов. Я навожу на лоб. Сантиметра 3-5 тут есть. Нажимаем кнопку. 36 градусов. В целом, я думаю, можно доверять этой штуке, но почему на руке не работает? Мне нравится то, что эта штука вырубается сама. Ну, то есть, пока там кнопка не активна, да, пока вы ничего не делаете, просто выключился и лежит. Когда вы захотели измерить, нажали на кнопочку. 3 черточки тут загорелись, нажали. И измерили 36,2. Температура повышается. Надеюсь, на этом остановимся. Не надо выше, пожалуйста. Такая компактная вещь. Очень удобная, я считаю. Прикольно. Почему бы нет? В домашнем каком-то обиходе использовать эту вещь можно. Но в целом, я думаю, 2 мизинчиковых батареек будет хватать прям очень-очень надолго. Поэтому, я думаю, ее можно легко куда-то отложить. Долгое время она будет лежать. Если понадобилось, на кнопочку быстренько нажали, измерили, что вам надо, и положили обратно. Очень компактная вещь. Но давайте еще, знаете, что померяем? Температуру. Ну больше нечего. У меня ничего не нагрето больше. Ну а на очереди следующий товар. Опять же в пакете. Скажу, что это только когда открою. Разрываем пакет и смотрим, что это. Facelifting Machine. Короче, да. Все понятно, я вспомнил, это массажер для лица. Мне просто показалось очень забавным эта штука, как она выглядела на картинке на Алиэкспресс. Я подумал, блин, а почему бы не заказать и не посмотреть, действительно ли это что-то прикольное. Короче, давайте распаковывать. Итак, открываем пакетик. Вот сейчас будет, наверное, интересно. Могу сказать, что выглядит неплохо. Прислали, конечно, розовый, блин, я хотел вроде как белый, но я бы точно розовый не стал заказывать, но почему-то именно, блин, такого цвета. Ладно, наш всеми любимый микро-USB кабель. Это значит что? Значит, что, наверное, будет что-то не очень прям кайфовое и некачественное, наверное. Итак, по инструкции, что мы можем заметить здесь? Ну, мы видим в целом, как его применять, то есть на подбородок куда-то его устанавливаем. Я думаю, разберемся. Надеюсь, заряжать его не надо. Давайте, блин, вот сразу не могли вот эту штуку сюда... Подождите, она просто защелкивается. Сюда, чик. И вторую тоже вот так вот, чик. Вот так вот эта штука выглядит. Как я понимаю, это вот электрические контакты. Ну, точнее, это контакты, которые бьют электричеством или что-то типа того. Мы как-то с Лехой проверяли массажеры, и там были вот такие же металлические какие-то штуки. Я думал, что они будут как-то там вибрировать, там еще что-то, но нет, они бьют электричеством, и я уверен, что это тоже бьет электрическим током. Итак, сверху находятся 4 кнопки. Кнопка включения, видимо, кнопка усиления режимов, а это кнопка, видимо, переключения режимов. Не знаю, сейчас
посмотрим. Надеюсь, со мной будет все нормально. Выгляжу, мне кажется, я очень странно сейчас, да? По картинке вроде бы я все сделал правильно. Выглядит так, как будто у меня болит зуб с обеих сторон. Ну ладно, давайте попробуем включить. Где там? Кнопка включения вот здесь вроде. Блин, что-то немножко страшно даже. Так, что-то включилось. Так, давайте попробуем переключить режимы. Что-то пока ничего не работает. Нажимаем на плюсик. Что-то ничего не работает. Тут нарисованы какие-то крема. Может, нужен какой-то крем, я не знаю. Что-то вот здесь, видимо, намазать. И можно использовать. Блин, ну у меня крема никакого нет. В прошлый раз, когда мы тестировали, никакой крем не нужен был. Максимум. О, все, наконец-то. Короче. Я чувствую, как у меня щеки дергаются от того, что там микро-импульсы такие электрические есть. У меня прям губы сводят. По губам, кстати, видно, как они трясутся. Вот я расслабил лицо, смотрите. Попробуем еще один режим. Причем даже какой-то звук еще есть. Послушайте. Вот когда этот звук идет, тогда начинаются вот эти все импульсы происходить. Как будто прям расслабила челюсть. В целом скажу так, что не знаю вообще, есть ли люди, которые пользуются такими массажерами. Действительно ли кому-то, может, как-то помогает, может, убирает как-то подбородок, я не знаю. Блин, вот так вот сидеть и расслаблять свое лицо, блин, как будто бы немножко опасно, не кажется? Не знаю, я бы, наверное, не использовал такую штуку, но я такой штуке ставлю, не знаю, 4, ну, пускай даже 5, потому что действительно есть какое-то расслабление, но сама штука очень некачественно выполнена, и она в целом очень дешевая, micro-USB кабель, кнопки и пластик, ну, прям конкретно супер дешманские, поэтому максимально вот могу натянуть 5, еле-еле. Переходим к следующему. Ну, а следующий товар находится в таком пакетике, в прозрачном. И я уже сразу понимаю, что это такое, потому что, ну, я же заказывал как бы. Это есть вот такое вот крепление для телефона. Давайте сразу его расчехлим. Есть также вот такое крепление, типа как на GoPro. Еще вон какое-то крепление здесь. В этом пакете внутри у нас находится гигантская резинка, которая цепляется у нас на плечи, типа как майка. Я на картинку увидел эту штуку и подумал, блин, у меня никогда такой вещи не было. Я даже не тестировал никогда такие штуки. Очень было интересно узнать вообще, насколько это рабочая штука. Действительно ли она может пригодиться прям конкретно, потому что всегда были сомнения в таких вещах у меня. Короче, эта вещь нужна для того, чтобы смартфон поставить вот сюда, нацепить и от груди снимать видео от первого лица. Давайте это затестируем. Блин, очень круто, очень интересно посмотреть. Как это все собирается, крепление, мы сейчас поймем. Так, это цепляется. Так, защелкнули. Сюда засовываем и закручиваем. Теперь ставим крепление для телефона сюда. Чтобы закрутить эту площадку, нужна отвертка крестовая. Ну, к счастью, она у меня есть. Прикрутим, сделаем как надо. К счастью, рукой можно затянуть. Это радует, не нужно постоянно отвертку с собой таскать. Так, ну ок. Стягивает прям хорошо. Вот оно крепление. Телефончик берем. Вот так вот его ставим. Короче, его надо откручивать. Не, ну грамотно, молодцы. Кстати, круто сделали, что нужно открутить. А не просто, знаете, там, как на пружинах. Потому что если на пружинах телефон может вывалиться, а если вы закрутите, ну тут 100% будет все ок. Итак, я закрутил. Все нормально. Телефончик вообще никуда не денется. Только если выпадет вместе с этой штукой, можете оценить сами, как это выглядит. В целом, как будто бы неплохо, да? Вот такая вот штука. Если хотим повернуть вертикально, можно открутить сзади эту часть, повернуть телефончик, как вам нужно. Вот так вот, да, получается. Здесь вот так отрегулировать, закрутить, и все. Вот, вы ходите, вертикальное видео снимаете. И давайте сейчас затестируем вообще от первого лица видео, как у меня получится. Погнали. Итак, смотрите, руки у меня свободные. Могу вам показать, как я выгляжу. Вот он, я в зеркале спокойненько. Не переживаю за телефон. Могу вот так вот взять, что-то покрутить. Открутить, например, объектив, да, то есть показать вам. Может как-то ходить по улице, да. Например, вы решили взять камеру, вот так вот включить ее, пофоткать на улице кого-то, показать в итоге то, что вы делаете. Знаете, шортсы есть на ютубе, где показывают чуваки, как снимают людей. Ну, допустим, что-то такое. Но нужно привыкнуть к тому, что камера всегда находится в определенном положении, и когда вы что-то снимаете и
хотите, чтобы было это в кадре, вам нужно подстраиваться иногда, потому что вот я там, не знаю, грудь чуть вперед выдвинул, камера у меня чуть поднялась вверх. Немножко надо засутулиться, тогда камера будет смотреть куда надо. Или там руки поднимать, то есть нужно за этим немножко следить. А в целом могу сказать так, что 10 от себя поставлю. Для телефона вещь классная. Если вы хотите снимать бэкстейджи какие-то, да, вот, если вы там видео снимаете и хотите со стороны снимать, у вас нет оператора для бэкстейджей, блин, классная штука. Соцсети вести, IRL-трансляции проводить, короче, вещь крутая. 10, твердая. Теперь надо снять еще как-то. Следующий товар находится в вот такой упаковке. В целом, я думаю, вы все наглядно видите, что это такое. Это клавиатура с тачпадом, с какими-то типа стрелками, что-то в виде джойстика. Мне это понравилось, потому что выглядело прям очень даже неплохо и стоило очень недорого. Все цены вы можете увидеть по ссылочкам в описании. Я оставлю ссылочки на товары внизу, поэтому переходите, смотрите. Смотрим, что у нас есть первое в коробке. Micro-USB кабель. Не ICE, конечно. Даже несмотря на micro-USB, надеюсь, товарчик будет интересный. Что там дальше у нас есть? Так, вот сама такая штука. Пока что мне нравится. Пластик, конечно, опять же оставляет желать лучшего. Не очень-то приятный. Но кнопочки как будто бы очень неплохие. Итак, если мы перевернем этот, скажем, джойстик, здесь есть такая крышка. Давайте откроем. Опа! А вот это круто. Слушайте, я думал, я сейчас открою эту крышку, и там нужно будет ставить какие-нибудь 3 мизинчиковые батарейки, там, или 2 пальчиковые, или 3 пальчиковые. То, что здесь есть аккум, ну, это прям удивляет. Но помимо аккума, также можем заметить, что есть вот такая вот штука, типа как Bluetooth передатчик или приемник или что-то такое. Это типа как Bluetooth мышки. У них есть такая штука, вставляете в комп, и дальше мышка у вас работает без провода. Здесь то же самое. Надеюсь, он заряжен. Как его включить? Ага, все, понимаю. Сверху у нас находится micro-USB вход для зарядки. И справа у нас переключатель включения-выключения. Можете заметить, что пластик здесь, конечно же, ну, прям печальный. Но давайте эту штуку затестируем на компьютере, вставим туда в USB и объясню, почему именно на компе. Все очень просто, потому что здесь есть тачпад. Смотрите, это очень прикольно. То есть одно нажатие левая кнопка мыши, 3 касания правая кнопка мышки и 2 касания мы вот так вот вводим, это, видимо, колесико. Давайте тестировать. Блин, очень круто. Итак, подрубил в комп эту Bluetooth штучку. Теперь включаем переключатель. И что-то ничего не работает. Эта штука, видимо, севшая, поэтому давайте поставлю ее на зарядку, и пока она заряжается, мы с вами рассмотрим еще один товар. Ну, а еще один товар вот такой вот, опять же, упаковки, в которой не знаю, что там. Я сразу вспомнил, что это. Это датчик движения. Мне очень понравилось то, что он выглядит интересно. На видео на Алиэкспрессе он показан в интерьере, смотрится круто. В целом, якобы срабатывает очень быстро и на любое движение. Поэтому откроем, увидим такого маленького робота. Ну, похоже, по крайней мере, на робота. Пластик здесь сразу ощущается добротно. Очень такой плотный, хороший. Не дешманский, как в этом джойстике, который сейчас заряжается. Но единственное, что меня смутило, это micro-USB для зарядки. Находится он вот сбоку, то есть обычный micro-USB кабель. Сверху у нас имеется 3 кнопочки. Кнопка со звуком, настройки и мелодии. Видимо, можно разные мелодии здесь менять. В остальном, что-то не знаю, как он включается. Ну, видимо, вот, батарейки надо ставить. Ножка у него вот так вот убирается. И нужно ставить сюда 3 мизинчиковые батарейки. Батареечки я вставляю. И давайте сейчас затестируем эту штуку. Так, ух ты. Испугался немножечко. Неожиданно. Батарейки мы вставили, убедились, что она действительно работает. Короче, ясно. Видимо, она... Походу, она работает на движение все-таки. Я ее отвернул сейчас, чтобы она не пищала. И давайте... Давайте вверх направим, наверное. Все? Нормально все? Также в коробке у нас, помимо самого датчика движения, есть вот такой вот пультик. Наверное, для того, что если он запищал, можно было резко выключить звук. Ну и пока что не знаю для чего еще. Может поменять как-то звук. Громкость, я вижу, здесь можно регулировать. Ну и также есть еще крепления. Вот такие вот для того, чтобы мы могли закрепить, например, на стену. И наклеечки. Видимо, также можно куда-то приклеить эту штуку. В целом больше ничего нет. Все, что осталось в коробке, нам не интересно, потому что мы будем тестировать сейчас сам датчик движения, насколько он хорошо работает. Пока что он работает. Да я понял, да. Смотрите. Как тебя вырубить? Все ясно. Короче, в пульте нет батарейки. Блин, вот какого хрена? Вы всегда же клали. К сожалению, такой батарейки, которая нужна здесь, у меня нет. Но я думаю, ничего страшного, потому что все настройки, как правило, которые есть на пульте, они есть и в самом гаджете. Поэтому мы, наверное, убираем этот пультик и будем тестировать гаджет вот здесь. Давайте проверим вообще, какая музыка есть. Это громкость. Короче, ладно, это минимальная громкость.
Смарт, ну давайте смарт-мод оставим. Так, этот значок музыки здесь, видимо, меняет музыку. Ну, это уже поприятней. О, вот это, вот это нормально, гораздо приятнее. Hello, welcome. Hello, welcome. Bienvenue. Приветствуем вас. О, на русском есть, вот это да. Я так понимаю, эта штука видит движение только перед собой. Поэтому вот так вот сейчас ставим его, уходим и попробую пройти. Погнали. Ой, нет, тут собака, уберите ее. Короче, в целом работает неплохо. Давайте вот так сейчас сделаем. Ой! То есть в целом, когда происходит какое-то движение, здесь горит красный индикатор. Когда не происходит ничего, индикатор вообще не горит, он полностью гаснет. Поэтому, если я сейчас вот так вот оставлю, какое-то время мы подождем, и вы увидите, что вот он погас. Теперь я рукой вот так провожу. Пожалуйста. Работает, блин, отлично. Так что ставлю этой штуке 9, потому что здесь у нас micro-USB. Кстати, что-то до меня только дошло. Нахрена тут micro-USB? Я же батарейки вставлял. Переходим к нашему любимому джойстику, который стоял на зарядке. Я называю это джойстиком, но это вроде как клавиатура. И как вы помните, я установил уже эту типа Bluetooth штучку в компьютер. И сейчас давайте включим эту клавиатуру. Мы видим, что переливается разными цветами у нас клавиатура. Выглядит прикольно, в целом, интересно. Больше, наверное, выглядит как какая-то детская игрушка, нежели что-то серьезное. Но я надеюсь, это действительно работает. И если это так, то, блин, получается, можно и монтировать вот так вот. Очень интересно. Нужно ли отключать основную мышку? Пока еще не понимаю, но сейчас я затестирую. Итак, тестируем эту клавиатуру. Я уже начал запись экрана, как вы видите. И первым делом, что мне хочется проверить, это, конечно же, тачпад. Насколько он работает и работает ли вообще. Давайте проверим. Смотрим на стрелку. Да, слушайте, все отлично, просто идеально работает. Минус, конечно, то, что тачпад такой маленький, но в целом почему бы нет. Тройное нажатие на тачпад. Правая кнопка мыши, появляется, все отлично. Создаем текстовый документ. Окей. И давайте его откроем и что-то попечатаем. Слушайте, ну, вообще отлично. Без каких-либо нареканий. Все работает круто, все работает классно. Выделение текста, то есть все в целом как на ноутбуке. Работает тачпад также отлично. И сейчас затестируем еще различные типа кнопки управления, то есть влево-вправо, да, вверх-вниз. И для этого мы сейчас откроем браузер Microsoft Edge. У меня, к сожалению, нет интернета, но мы можем запустить игру, если у вас нет интернета, если вы не знали. Нажимаем «Запустить». Так, давайте займемся серфингом. Влево-вправо, чтобы выбрать серфера, пробел, чтобы начать серфинг. В целом тут есть у нас и пробел, и Enter, и левая и правая кнопка мыши слева у нас есть, дублируется левая и правая кнопка мыши вот здесь около тачпада. Все сделано для удобства максимально, прикольно. Давайте выберем серфера, влево-вправо. О, слушайте, реально могу выбирать. Ну, допустим, вот челика вот такого выберем. Нажмем пробел. Слушайте, работает. И теперь мы просто вот так вот серфим влево-вправо. Смотрите, нажимаю. Все отлично. Замечательно работает. Слушайте, ну классно. Так, нажмем вверх. Ага, это остановка. Вниз у нас ничего здесь не делает, по всей видимости. В целом все кнопочки работают. Как будто бы все очень даже прикольно. Единственный минус, ну не могли сделать прям качественный, классный какой-нибудь пластик такой, более удобный хват бы какой-то сделать, и это была бы реально крутая штука. Гигантский минус в том, что здесь нет русской раскладки. То есть все, буквы только английские, самому здесь, наверное, только если клеить какие-то буквы придется. Но вы представьте, как круто было бы монтировать на таком джойстике, но это классно. Короче, в целом мне зашло. Ставлю 9 прям твердейшую, минус только за то, что русской раскладки нет. В остальном, как гаджет, прям реально стоящая вещь. Естественно, хочется узнать, какой вам товар понравился больше всего, напишите в комментариях. Все ссылки на товар я оставлю в описании под этим видео. Увидимся в следующем выпуске. Пока.